Добрый вечер, уважаемые коллеги. Как всегда, воскресенье, как всегда, Дэн Стрелков и проект Forex Times. И как всегда, рассмотрим вероятное движение торговых инструментов на предстоящую торговую неделю. Однако, опять же, как всегда, традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете уникальные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, стратегические целевые уровни, треугольники, как предпоследние, волны, консультации и торговые рекомендации. Приходите в комьюнити Forex Times, буду рад вас видеть. Итак, начинаем. Евро-доллар. По данным комиссии по торговле товарными фьючерсами мы с вами видим увеличение покупателей на 40% и увеличение капитализации торгового инструмента на 6%, что нам говорит, что тренд у нас восходящий, покупателей стало гораздо больше и капитализация увеличилась до 242 миллиардов 352 миллионов долларов. Что же на самом деле у нас на графике? А на графике, друзья, мы с вами видим очень много интересного. Во-первых, новый целевой стратегический уровень 1.1350, друзья. Здесь большое скопление опционных контрактов на суммы 71 миллион, 76 миллионов, 120 миллионов и 257 миллионов американских долларов, а также здесь находится хеджера опционов call. Это максимально открытый интерес по call опционным контрактам, которыми профессионалы с Чикаго хеджируют свои фьючерсные контракты на продажу. И что самое интересное, при снижении торгового инструмента в четверг профессионалы хеджеров опционов PUT, которые являются сильным уровнем поддержки, переписали свои ожидания не вниз, а именно вверх, что говорит о том, что профессионалы ожидают последующего роста данного торгового инструмента. Как же нам этот рост поймать, друзья? Дело в том, что если мы с вами посчитаем коррекционные волны, то у нас получится раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И казалось бы, что, о, Дэн, смотри, ведь это зигзаг, раз, два, три, W, X и раз, два, три, Y и коррекционная структура закончена, уже можно покупать. Однако, друзья, тут дело в том, что данная структура может быть и в виде импульса, далее коррекции в виде плоскости и продолжение снижения. И получится А, Б, С коррекционная структура, после чего будет рост. Друзья, я могу еще нарисовать и начальный диагональный треугольник, и конечный диагональный треугольник. Нас это ни к чему не приведет. Итак, есть два варианта развития событий, но у каждого из этих вариантов ключевым является восходящий импульс и последующая коррекция. Первый вариант, друзья, это уже коррекционная структура закончилась, и мы получаем импульс, коррекцию и отложенным ордером buy stop выше импульса и стоп-лосс чуть ниже основания данного импульса. Это вариант номер один. И вариант номер два. Мне очень хочется, чтобы все-таки коррекция продолжилась. Ведь чем ниже коррекционное движение уйдет, тем больший профит на покупку мы сможем с вами заработать. А также мне очень нравится уровень убытка маркетмейкера, нижней границы диапазона прибыли этого же маркетмейкера. И было бы очень здорово все-таки увидеть коррекцию в виде плоскости, потом увидеть еще импульсное движение к уровню убытка маркетмейкера, и потом импульс, коррекция и снова отложенным ордером buy stop и стоп-лосс чуть ниже основания импульса. Вот, друзья, два варианта, с которыми нам предстоит поработать на предстоящей торговой неделе. И напоминаю, что стратегический уровень 1.1350. 1.1350.
Золото, друзья, золото глобально не будем рассматривать конечный диагональный треугольник на недельном таймфрейме, а посмотрим, что у нас в данный момент. В данный момент у нас с вами, вы помните, образование треугольника. До треугольника у нас был перманентный тренд восходящий, следовательно, импульсное движение. Треугольник является предпоследней волной, и вы это прекрасно знаете, а следовательно, вот это все у нас последняя волна, которая, скорее всего, развивается в виде конечного диагонального треугольника, в котором остается вопрос, как и неделей ранее, а закончилась ли пятая волна или нет. Дело в том, что в конечном диагональном треугольнике пятая волна может быть усеченной, и, следовательно, она уже могла закончиться, и цена уже может начать падать. Более того, в падении, друзья, вы прекрасно знаете, что, по-моему, я в прошлый раз говорил, стратегические уровни у нас находятся на 2 400. Это скопление на 1 300 000 000 долларов опционных контрактов put и 2 410. Это скопление на 774. Однако у нас еще новый уровень появился на 2 350. Это скопление опционных контрактов call на сумму 1 400 000 000 долларов. И плюс сюда же пришли хеджера опционов put. А это максимальный открытый интерес по пут-опционным контрактам, которыми профессионалы хеджируют свои фьючерсы на покупку. Итак, со стратегическими уровнями на продажу мы разобрались. Что же нам делать на предстоящей торговой неделе? Дело в том, что если мы посмотрим внимательно, то мы увидим ситуацию такую же, как и по евро. Профессионалы хеджеров опционов put переписали свои ожидания вверх, что говорит нам о том, что с большой вероятностью золото будет обновлять максимальное значение вплоть до уровня или, скажем, до диапазона 2 588, 2 600. Вот вплоть до этого диапазона с большой вероятностью золото еще может обновить свои максимальные значения, после чего будет разворачиваться вниз. Но, друзья, вы помните, что так как у нас уже обозначены стратегические уровни, вы, если грамотно умеете управлять капиталом, вы уже по чуть-чуть можете пробовать продавать золото по той простой причине, что здесь запросто может образоваться импульсное движение. Давайте посмотрим, каким образом. Первая волна, вторая, дальше, раз, два, три, четыре, пять, пятая волна в третьей волне, далее 4, 5. Друзья, если мы с вами увидим вот такую структуру в нисходящем движении, то это уже будет импульсное движение в волне А, в волне коррекционной большой А. После чего, значит, импульсное движение есть, после чего мы дожидаемся коррекцию и начинаем продавать отложенными ордерами sell stop в надежде на уровни 2 400, 2 410 и 2 350. И, следовательно, пятая волна все-таки у нас будет усеченная. А ежели золото пойдет обновлять максимальные значения, ну и замечательно. Следовательно, профит у нас будет еще и больше на продажу. Друзья, если у кого-то очень сильно чешутся ручки и кто-то очень сильно хочет купить, следовательно, советую дождаться образования импульса, коррекции отложенными ордерами buy stop в направлении. Сейчас посмотрим уровни, направлений уровней. Значит так, если мы будем месячные опционные контракты смотреть, уровней здесь еще очень много, а по недельным опционным контрактам уровень, как я уже сказал, диапазон 2 588, 2 600. Хотя я думаю, что, наверное, туда все-таки не залезет. Очень высоковато. Все-таки давайте посмотрим с точки зрения начальной диагональной
начального, ой, извините, просто конечного диагонального треугольника. Так, раз, два, три, четыре. И где у нас тут 2600? А нет, в принципе, все более-менее нормально, друзья. Я просто подумал, что пятая волна будет больше, чем волна номер 3. Однако нет, все нормально. Поэтому, собственно, держим в голове именно стратегические целевые уровни, которые находятся далеко внизу, но также понимаем, что для того, чтобы войти в рынок, нам нужен импульс. Импульс. И, друзья, индекс S&P 500 с большой вероятностью будет обновлять максимальные значения, как евро, как золото. Индекс S&P 500 будет двигаться, вероятнее всего, в направлении уровня 5750, откуда можно будет уже рассматривать коррекционное снижение. И коррекционное снижение может быть даже очень неплохим. По той простой причине, что у нас есть первая волна, вторая, третья, четвертая, сейчас образуется пятая волна. И после пятой волны очень неплохое может быть коррекционное снижение вплоть до уровня убытка, прошу прощения, вплоть до уровня убытка маркетмейкера нижней границы диапазона прибыли этого же самого маркетмейкера. А здесь количество пунктов очень приличное, друзья. Поэтому самый краткий обзор по индексу S&P 500. Покупать ни в коем случае не стоит. В случае обновления максимальных значений ищем паттерны на продажу и работаем коррекцию. Коррекция действительно может быть очень большой, вплоть до уровня 5400. Спасибо большое, дорогие друзья. С вами было сегодня приятно. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте, если не жалко, лайки и комментарии. Буду очень рад ответить на ваши комментарии. Переходите в комьюнити Forex Times. Стратегические целевые уровни и треугольники у нас отрабатываются с огромной вероятностью практически все, которые стратегические уровни за последний месяц и треугольники были написаны в комьюнити, все были отработаны. Приходите, пожалуйста, убедитесь сами. Вы не пожалеете. А на сегодня всем пока-пока.